Всем добрый день! Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Меня зовут Надежда, я терапевт-реабилитолог. Занимаюсь реабилитацией после протезирования колена, бедра, а также реабилитацией после переломов, ушибов и травм. Сегодняшнее видео я хочу посвятить людям, которые находятся в ожидании своей операции. И сегодня я расскажу о том, о чем следует знать еще до операции. Я выделила основные 4 пункта, по каждому пункту мы сейчас пройдемся, и также я сделаю небольшую демонстрацию по каждому из пунктов, которые я считаю основными и главными. Итак, первое, что я хотела бы выделить, это боль, послеоперационная боль. К сожалению, операция по протезированию, она очень болезненная, причем протезирование колена, оно намного более болезненно, чем протезирование бедра. Здесь, наверное, основными советами будет то, что нужно принимать лекарства согласно тому, как предписал их ваш врач. И второй совет – это прикладывание льда, так как лед снижает болевые ощущения. Лед можно прикладывать каждые 2 часа на больную поверхность, то есть на колено или на бедро. Вы можете использовать как настоящие кубики льда, которые, вот, например, я сегодня подготовила. Это простые кубики льда, которые я взяла в морозилке. Либо вы также можете использовать специальные охлаждающие мешочки, которые вы можете купить в аптеке. Для увеличения проходимости холода мы берем влажную салфетку, делаем вот так, то есть влажная салфетка, внутри кубики льда, и прикладываем на прооперированную поверхность. Предположим, что у меня был протез колена, значит мы прикладываем на колено. Вот так, например, если у вас был протез бедра, либо перелом бедра, в зависимости от, допустим, если протез бедра, то вы прикладываете на место протезирования. Параметры использования: вы можете использовать лед каждые 2 часа, если боль сильная, и прикладывать следует на 10-15 минут за один раз. Второй момент, о котором я хотела бы вас предупредить, это отекание ноги. Оно встречается очень часто, наверное, примерно в 90-95% всех послеоперационных случаев, то есть это довольно частое явление. Отек сам по себе, он неприятен, он опасен по 2 причинам. 2 основные причины. Первое – это риск возникновения тромба нижних конечностей. Напомню, что у нас есть артерии, которые спускают кровь по всему организму, и у нас есть вены, которые затем поднимают кровь к сердцу. Так вот, тромб – это, иными словами, сгусток крови, который возникает в венах нижних конечностей. Риск в том, что он может оторваться и попасть либо в легкие, либо в головной мозг. Это первый неприятный момент отека. И второй момент – это то, что с отеком тяжело качественно выполнять упражнения, что очень важно. Соответственно, если у вас нога отекла, то лучше первые несколько дней посвятить тому, чтобы снизить это воспаление, этот отек. И затем, когда у вас уже нога вернется в более-менее нормальное состояние, вы можете смело приступать к выполнению реабилитационных упражнений. Итак, чтобы выполнить данное упражнение, вам нужна вот такая гора подушек. В общем, предположим, что правая нога – это у меня отекшая нога после операции. Мы ложимся на спину, нога у нас должна быть выше уровня сердца. Укладываете подушки таким образом, чтобы у вас нога находилась полностью в расслабленном состоянии. И вот в таком положении мы начинаем выполнять
движение ступни вперед и назад. Таким образом у вас мышцы ноги работают как помпа, они сдавливают вену, и, соответственно, по вене поднимается кровь вверх. Параметры выполнения данного упражнения – это 3-4 раза в день по 10-15 минут. Третий момент, который бы я хотела вам посоветовать, это подготовьтесь к выполнению реабилитационных упражнений. Просмотрите комплекс упражнений, выполните его один раз, посмотрите моменты, которые вам непонятны. На моем канале есть комплекс упражнений как на английском, так и на русском языке. На русском языке это мой вариант, это абсолютно 100% те упражнения, которые здесь мы даем нашим пациентам. Посмотрите упражнения, выполните их несколько раз. Если у вас есть вопросы, задайте эти вопросы до операции. Таким образом, чем раньше вы начнете выполнять эти упражнения после операции, тем намного быстрее и легче у вас пройдет весь период реабилитации. И следующий момент, который я хотела бы вам посоветовать, это список того, что вам нужно приобрести еще до операции. Первым и основным пунктом я советовала бы вам приобрести вот такое приспособление для передвижения. Оно называется ходули. И здесь возникает вопрос, почему же именно ходули, а не костыли. Специально для вас я принесла и костыли, и ходули, чтобы показать, в чем же принципиальное отличие. Вообще использование костылей, оно рекомендовано для пациентов молодых и активных, то есть это, как правило, люди до 30 лет, то есть которые могут очень легко прыгать, скакать, передвигаться, у которых очень хорошее равновесие, а это, как правило, молодые люди. Здесь, в Канаде, использование костылей не рекомендуется никогда людям старше 30-35 лет. То есть всегда при операции на колено, бедро, либо при переломе всегда рекомендуется использование ходулей. Сейчас вы увидите разницу. Когда вы передвигаетесь с ходулями, это намного более безопасно, то есть вы вот просто идете и, опираясь с двух сторон руками, у вас удерживается равновесие, вы устойчиво стоите на ногах. И второй момент, то есть первый момент – это безопасность, это предотвращение падения, потому что падать мы совсем не хотим, так как при падении увеличивается риск что-нибудь сломать, как правило, это либо ребра, либо запястье. Этого мы совсем не хотим. Это первый момент, да, это безопасность. И второй момент – это то, что с ходулями человек намного более автономен, чем с костылями. То есть уже начиная с первых дней после операции вы сможете, ну, когда вас выпишут, вы сможете передвигаться по дому и, допустим, делать какие-то небольшие дела. И также, что очень важно, вы можете более свободно ходить. А как мы помним, ходьба – это самое лучшее упражнение после протезирования колена, либо после протезирования бедра. И второй момент, я бы советовала вам приобрести вот такие эластичные реабилитационные ленты. Они бывают разных цветов в зависимости от силы напряжения, которая заложена в этих лентах. То есть, допустим, белый, красный, зеленый и потом серый. Серый – это самый тяжелый. Такие реабилитационные ленты или эластичные ленты мы используем начиная с 1,5–2 месяцев после протезирования колена, бедра. То есть с их помощью мы увеличиваем сложность выполняемых упражнений. Вот такие небольшие два момента, две основные вещи, которые я советовала бы вам приобрести еще до операции. Я всем вам желаю хорошей реабилитации, всем хорошего настроения,
Всем до следующих видео. Всем пока.